Друзья, приветствую вас на канале Русторис, где мы изучаем русский язык по коротким увлекательным рассказам. Меня зовут Андрей, и сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица представителя достаточно редкой профессии. Итак, поехали. Примерять на себя профессию грумера я начал с 2017 года. Именно тогда я стал ходить на различные курсы стрижки животных, от базового до продвинутого. В финансовом плане время было не из легких. Приходилось браться за любую подработку, включая выгул собак. Тогда-то я и узнал, сколько зарабатывает собачий парикмахер за полчаса или час работы. Почему бы не попробовать? Меня с детства окружали домашние животные, начиная с птиц и хомяков до здоровенного сенбернара. Мне проще перечислить те виды животных, которых у меня не было, чем наоборот. Идея освоить новую профессию мне показалась интересной. Но все же внутри присутствовала неуверенность. А мое ли это дело? Страх улетучился, когда я закончил свои первые курсы груминга. В голове появился план действий. Я понял, с чего нужно начинать. Вскоре были первая закупка профессиональных инструментов и первые довольные клиенты. Работать я начал, принимая клиентов у себя дома. Позже начал работать на выезде, набирая опыт стрижек и клиентскую базу. Инвестиции в этот бизнес для меня были серьезными и даже болезненными. Ведь профессиональный инструмент и косметика для грумеров стоят в разы больше, чем для парикмахеров. На заказы я ездил с полным комплектом профессионального инструмента, включая специальный стол. Общий вес амуниции составлял 33 килограмма. Но постепенно все это стало приносить деньги. Как и в любой другой сфере, животных на груминг приводят абсолютно разные люди. И работа с людьми иногда требует больше времени и сил, чем с самими питомцами. Бывает, клиенты даже не в курсе, как правильно ухаживать за состоянием и шерстью животного. А спустя некоторое время такие хозяева сталкиваются со множеством проблем. Ведь каждому типу шерсти соответствует определенный тип стрижки. Самые креативные клиенты просят выстричь какой-нибудь узор на кошке или собачке, либо окрасить шерсть в цвета радуги, или сделать временное тату. Был случай, когда меня просили побрить медведя. Его должны были снимать для рекламы, и режиссеру не нравился его косматый вид. Медведя на время стрижки усыпили, но мне все равно было страшно. Во время бритья намордника на нем не было. В другой раз, увидев на моем сайте фото собаки со стразами на ушах, клиенты подумали,
что мы прокалываем уши животным. Они купили сережки с бриллиантами и попросили меня проколоть уши и вставить их собаке эти серьги. Пришлось долго объяснять, что лучше этого не делать. Я считаю, что профессия грумера по травмоопасности может сравниться с профессией полицейского. В начале моей грумерской карьеры я неоднократно был покусан и оцарапан как кошками, так и собаками. Однажды мне даже пришлось обращаться в травмпункт, чтобы зашить раны на руке. Никто из мастеров от этого не застрахован. Особенно плохо заживают кошачьи укусы. С первого дня практики я воспринимал груминг как настоящую профессию, как работу, которая может приносить доход, а не как временное хобби. Я полностью посвятил ему все мое время и не стал совмещать с другой работой. Я уверен, что только тот, кто заинтересован в своем развитии, трудолюбив и старателен, может называться мастером. Настоящий мастер всегда зарабатывает хорошо. Это касается и сферы груминга. Друзья, вот такие впечатления у нашего сегодняшнего героя. По-моему, действительно интересная история. Но вот зачем брить медведя, я так и не понял. Жду ваши версии в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!